Вяжем 15 ряд. 2 изнаночные, 1 лицевую снимаем перед работой, провязываем 1 лицевая, возвращаем, 1 лицевая, 1 лицевую снимаем за работой, 1 лицевая, возвращаем, 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 изнаночные, перекрещивание в левую сторону из лицевых петель. 2 лицевые мы снимаем на вспомогательную спицу перед работой, провязываем 2 лицевые, возвращаем петли на левую спицу, провязываем их лицевыми. 2 изнаночные, 2 такое же перекрещивание в левую сторону. 2 лицевые снимаем перед работой, 2 лицевые, возвращаем, 2 лицевые, 2 изнаночные. Все, мы с вами провязали 15 ряд, 15 вернее ряд нашего рисунка в первом раппорте. Далее вяжем 15 ряд до конца, встречаемся в начале 17 ряда. Вяжем 17 ряд. 2 изнаночные, 1 лицевую мы снимаем за работой. Я делаю так, а вы снимаете на дополнительную спицу. Провязываем 1 лицевую, возвращаем снятую петлю на левую спицу и провязываем ее лицевой. 1 лицевую петлю мы снимаем перед работой, провязываем 1 лицевую, возвращаем снятую петлю на левую спицу, провязываем ее лицевой. Дальше 2 изнаночные, 2 изнаночные снимаем на дополнительную спицу за работой. Провязываем 2 лицевые, возвращаем, 2 изнаночные, 2 лицевые снимаем перед работой, провязываем 1 изнаночную, возвращаем снятые петли, 2 лицевые, дальше 1 изнаночная за работой, 2 лицевые, возвращаем снятую петлю на левую спицу, провязываем ее изнаночной, 2 лицевые перед работой, вяжем 2 изнаночные, возвращаем снятые петли на левую спицу и провязываем их лицевыми.
Так, все, мы связали с вами первый раппорт 17 ряда. Далее довязываем этот ряд до конца и встречаемся в начале 19 ряда. Мы с вами дошли до 19 ряда, вяжем 19 ряд. 2 изнаночные, 1 лицевую мы снимаем перед работой. Вяжем 1 лицевая, возвращаем снятую петлю на левую спицу, провязываем лицевой. 1 лицевую мы снимаем за работой, вяжем 1 лицевая, возвращаем, провязываем снятую петлю лицевой. 2 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, перекрещивание из лицевых петель вправо. 2 лицевые мы снимаем за работой, вяжем 2 лицевые, возвращаем снятые петли на левую спицу, провязываем их лицевыми. Далее 2 изнаночные, 3 изнаночные и 2 лицевые. Все, мы связали первый раппорт 19 ряда. Довязываем этот ряд до конца. Встречаемся с вами в начале 21 ряда. Первый ряд. 2 изнаночные, 1 мы петлю снимаем за работой лицевую, вяжем 1 лицевая, возвращаем снятую петлю на левую спицу, провязываем ее лицевой. 1 петлю мы снимаем перед работой лицевую, вяжем 1 лицевая, возвращаем снятую петлю на левую спицу, провязываем ее лицевой. 2 изнаночные, 2 лицевые снимаем перед работой, вяжем 2 изнаночные, возвращаем петли на левую спицу, 2 лицевые, одну изнаночную оставляем за работой, вяжем 2 лицевые, возвращаем снятую петлю на левую спицу, провязываем ее изнаночной. 2 лицевые мы снимаем перед работой, вяжем 1 изнаночную, возвращаем 2 лицевые, 2 изнаночные мы оставляем за работой, вяжем 2 лицевые, возвращаем снятые петли на левую спицу, провязываем их изнаночными. Все, мы с вами связали первый раппорт 21 ряда. Так вяжем наш ряд до конца. Встречаемся в начале 23 ряда. Вяжем 23 ряд. 2 изнаночные, 1 лицевую снимаем перед работой, провязываем 1 лицевая, возвращаем снятую петлю на левую спицу и провязываем ее лицевой. 1 лицевую мы снимаем за работу, провязываем 1 лицевая, возвращаем 1 лицевая. Далее 4 изнаночные,
перекрещивание в левую сторону из лицевых петель. 2 лицевые мы снимаем перед работой, вяжем 2 лицевые, возвращаем, 2 лицевые, далее 2 изнаночные, еще одно такое же перекрещивание влево, 2 лицевые снимаем перед работой, вяжем 2 лицевые, возвращаем, 2 лицевые, 2 изнаночные. Все, мы с вами связали 23 ряд, первый раппорт. Вернее, первый раппорт 23 ряда. Далее так провязываем до конца ряда, встречаемся в начале 25 ряда. Мы уже приближаемся к концу. Вяжем 25 ряд. 2 изнаночные, 1 лицевую мы оставляем за работой, провязываем 1 лицевую, возвращаем снятую петлю на левую спицу, провязываем ее лицевой. 1 лицевую снимаем перед работой, провязываем 1 лицевую, возвращаем, 1 лицевая. Так, дальше 3 изнаночные, 1 изнаночная за работой, вяжем 2 лицевые, солнышко выглянуло, не кстати, 2 лицевые, возвращаем, 1 изнаночная, 2 лицевые мы снимаем перед работой, не видно, вяжем 1 изнаночную, возвращаем, 2 лицевые, 1 изнаночную за работой снимаем, вяжем 2 лицевые, возвращаем, 1 изнаночная, потяну никак, 1 изнаночная, 2 лицевые перед работой, вяжем 1 изнаночная, возвращаем лицевые петли на левую спицу, провязываем их лицевыми и 1 изнаночная. Все, мы с вами связали один раппорт 25 ряда. Далее провязывайте этот ряд до конца, встречаемся в начале 27 ряда. Вяжем 27 ряд. 2 изнаночные, как обычно, 1 лицевую мы снимаем перед работой, провязываем 1 лицевую, возвращаем, 1 лицевую, 1 лицевую мы снимаем за работой, провязываем 1 лицевую, возвращаем, 1 лицевую, 2 изнаночные. Так, дальше 1 изнаночную мы снимаем за работой, все-таки у меня она слетела. В общем, снимайте на дополнительную спицу 1 изнаночную за работы. Я сделаю вот так, мне так удобней. Провязываем 2 лицевые, так,
2 лицевые и снятую петлю возвращаем, провязываем ее изнаночной. Далее 2 изнаночные, 2 изнаночные, 2 лицевые мы снимаем перед работой, вяжем 2 лицевые, возвращаем, 2 лицевые, далее 2 изнаночные, 2 лицевые снимаем перед работой, вяжем 1 изнаночную, возвращаем, 2 лицевые, возвращаем, 2 лицевые. Все, мы с вами провязали первый раппорт 27 ряда. Далее довязываем все это самостоятельно до конца ряда. Встречаемся в начале 29 ряда. Вяжем 29 ряд. 2 изнаночные, 1 лицевую мы снимаем за работой, провязываем 1 лицевую, возвращаем снятую петлю на левую спицу, провязываем ее лицевой. 1 лицевую мы снимаем перед работой, вяжем 1 лицевую, возвращаем 1 лицевую, 2 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные, так, вру, не 3 изнаночные, а 2 здесь изнаночные, 2 изнаночные, 1 изнаночную снимаем за работой, вяжем 2 лицевые, 2 лицевые, возвращаем, 1 изнаночная. Дальше 2 лицевые мы снимаем перед работой, вяжем 1 изнаночную, возвращаем петли, провязываем их лицевыми, 2 лицевые, далее 2 изнаночные, 2 лицевые. Все, мы с вами провязали 21 раппорт 29 ряда. Далее провязывайте этот ряд до конца. Встречаемся с вами в 30 ряду, в следующем. Он будет заключительный, вот, поэтому встречаемся в 30 ряду. Я провязала 29 ряд, и теперь начинаю вывязывать 30 ряд, заключительный нашего узора. 30 ряд точно такой же, как и был подготовительный ряд. То есть все петли мы, как обычно, провязываем по рисунку. Далее начинаем вывязывать наш узор с первого ряда. Вот, вяжем шапку на необходимую нам высоту. Я буду вывязывать шапку в высоту 20 сантиметров. Сейчас у меня получается 14, где-то вот 14,5. Плюс я провяжу 30 ряд, у меня будет 15 сантиметров. Еще провяжу 2 сантиметра по узору и начну делать убавки. Вяжем шапочку нужной нам высоты и встречаемся в начале первого ряда убавок. Я провязала нашу шапочку необходимой мне длины. У меня это получилось где-то 17 сантиметров. Вот от нашего отворота. 17 сантиметров. Сейчас я приступаю к убавкам. Убавки советую вам делать где-то за 3 сантиметра до окончания вашей
высоты шапки. Вяжем с вами первый ряд убавок. По узору у меня сейчас идет 5-й ряд. 2 изнаночные я переснимаю на правую спицу и разворачиваю вот таким вот образом, чтобы дальняя стенка петли была ближе ко мне. Провязываю их вместе за переднюю стенку изнаночной петлей. Мы сделали с вами одну убавку. Дальше мы снимаем одну петлю перед работой по моему ряду узора, вяжем одну лицевую, снимаем одну лицевую за работой, одну лицевую за работой, вяжем одну лицевую, одну лицевую. Дальше опять разворачиваем 2 изнаночные, переснимаем их на правую спицу, разворачиваем дальней стенкой к себе и провязываем их за эту переднюю стеночку. Мы сделали с вами 2 убавки. Вяжем, значит, снимаем здесь одну изнаночную за работой. Нет, вяжем одну изнаночную. Одну изнаночную. 2 лицевые мы снимаем перед работой. Вяжем одну изнаночную. Возвращаем 2 лицевые на левую спицу и провязываем их вместе за переднюю стенку. Вот таким вот образом. Мы убавили с вами 3 петли. Дальше одну изнаночную мы снимаем за работой, вяжем 2 лицевые, возвращаем по узору, провязываем одну изнаночную. Одну изнаночную. Снимаем 2 лицевые перед работой, вяжем одну изнаночную, возвращаем, провязываем 2 лицевые. 2 лицевые. Одну изнаночную мы снимаем за работой. Вяжем 2 лицевые вместе за переднюю стенку. Вот таким вот образом. Возвращаем снятую петлю на левую спицу и провязываем ее изнаночной. Изнаночной. И еще одна изнаночная. Все, мы с вами провязали первый ряд наших убавок в одном раппорте. Далее вяжем самостоятельно остальные раппорты по такому же принципу до конца ряда. Убавки мы будем делать с вами через ряд, то есть это был первый ряд убавок. Дальше мы провязываем второй ряд без убавок, петли по рисунку, и встречаемся с вами в начале третьего ряда, то есть второго ряда наших убавок. Мы с вами сделали первый ряд убавок и убавили в общей сложности 20 петель за ряд. В каждом раппорте по 4 петли, у меня 5 раппортов, 20 петель. Второй ряд закрепили, и теперь мы делаем следующий ряд убавок. Как мы его делаем? Значит, я перенесла предпоследнюю петлю нашего предыдущего ряда, вернее, перенесла маркер, последнюю петлю перенесла на левую спицу. Вот, начало ряда у нас будет здесь. Также я вот перешла на чулочные спицы, чтобы было удобнее. И начинаем делать убавки. Также вот эту петлю, последнюю с предыдущего ряда, и первую петлю с нового ряда мы разворачиваем местами и провязываем за переднюю стенку изнаночными. Дальше
Снимаем одну петлю за работой лицевую, провязываем одну лицевую и возвращаем петлю, снятую на левую спицу, провязываем ее лицевой. Одну петлю мы снимаем перед работой лицевую, вяжем одну лицевую и одну лицевую. Так, дальше мы опять же переснимаем 2 изнаночные петли на правую спицу, разворачиваем их и провязываем вместе изнаночной за переднюю стенку. Одна изнаночная. Одну петлю мы снимаем лицевую на левую спицу, вяжем одну лицевую и переснимаем эту последнюю петлю на ту, которая была перед ней. Провязываем одну лицевую, разворачиваем 2 изнаночные передними стенками к себе, провязываем 2 изнаночные вместе за переднюю стенку. Дальше 2 лицевые вяжем вместе за переднюю стенку с наклоном вправо. Одна лицевая и одна изнаночная. Вот таким вот образом мы с вами убавили еще сколько здесь? Раз, два, три, еще 4 петли в раппорте. Значит, вяжем этот ряд до конца точно так же. Провязываем следующий ряд закрепляющий без убавок и встречаемся с вами в следующем ряду. То есть получается у нас получится 3-й ряд наших убавок. Вяжем 3-й ряд убавок. Здесь у нас идут 4 лицевые петли. Мы одну петлю снимаем, вторую лицевую мы провязываем лицевой и накидываем на нее снятую петлю. Дальше 2 лицевые провязываем вместе за переднюю стенку с наклоном вправо. Дальше идут 2 изнаночные. Их мы разворачиваем и провязываем изнаночной петлей. Так, мы с вами уже убавили 3 петли. Дальше лицевую мы снимаем, следующую лицевую провязываем и продеваем на нее снятую петлю с наклоном влево. Так, одну изнаночную просто провязываем. 2 лицевые провязываем вместе за переднюю стенку. Так, у нас получился наклон вправо. И 2 изнаночные мы разворачиваем. Потерялась. Разворачиваем и провязываем одной петлей изнаночной. Так, 2 изнаночные вместе. Все, мы с вами сделали 3-й ряд убавок. Дальше продолжайте точно так же до конца ряда. Мы убавили в этом раппорте 6 петель. Вяжем этот ряд до конца. Я провязала 3-й ряд наших убавок и теперь провяжу закрепляющий ряд без убавок. Встретимся с вами в начале следующего ряда. Начинаем делать 4-й ряд убавок. Этот ряд будет заключительным. Далее мы все петли стянем при помощи иглы. Смотрим 2 лицевые, провязываем вместе за переднюю стенку. Дальше изнаночную разворачиваем и лицевую с изнаночной провязываем вместе. Еще одну изнаночную разворачиваем, провязываем лицевую с изнаночной вместе. Одну изнаночную. Так, одну изнаночную. Все, мы провязали с вами этот раппорт. Дальше повторяйте так до конца ряда. Встречаемся в начале следующего ряда. У меня на спицах осталось 20 петель. Я сделала 4-й ряд убавок, и всего получилось у меня 20 петель. Ну, если у кого-то получилось 22, там 23, то, в принципе, этого достаточно, чтобы стянуть макушку. Как мы это делаем? Отрезаем нашу ниточку основную.
Берем иглу с широким ушком. Нить вставляем в ушко. И начинаем скидывать наши петли со спицы на иглу. Так же, вот как они здесь у нас лежат, точно так же мы их и скидываем. Так, вот одна спица. Протягиваем. Так, продолжаем скидывать все петли самостоятельно, потому что, чтобы нам не тратить с вами время видеозаписи, вот таким вот образом. Встречаемся, когда у нас все петельки будут уже на нашей иголочке. Я перенесла все петли на иголочку. Теперь нужно будет нам стянуть макушку. Мы иголку вставляем внутрь. На изнаночной стороне мы ее подхватываем. И начинаем стягивать нашу макушечку. Вот таким вот образом. Так. Хорошенько подтягивая. Можно еще раз тут пройтись иглой. Вот. Чтобы у нас ничего не развязалось. Так, все. Дальше мы прячем кончики с вами самостоятельно. Обрезаем нашу ниточку. Вот такая вот красивая шапочка у нас получилась. С ровненькой макушечкой. Так, вот. Такая шапочка красивая получилась. Шапочку можно украсить меховым помпоном. Будет очень красиво смотреться. Также можно утеплить шапочку флисом для ребенка. Вот, чтобы было тепло. И, в общем-то, носить с удовольствием. Я утеплять эту шапку не буду, потому что у меня у ребенка уже есть много шапок теплых. Мне нужна была шапочка полегче. Вот. Ну все, я вам желаю успехов. Была рада с вами увидеться. Подписывайтесь на мой канал. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.